Что ж, доброе утро, добрый день, добрый вечер. У нас сегодня очень необычный день. Ну как, ладно уж, очень. Сегодня просто первый день без пропуска. Но разрабы нам добавили весенний ивент. Поэтому, может, с мусорками будет не так и плохо. Дополнительно у меня вообще нет денег. На балансе семьи остались копейки. Я все потратил. Ну и надо устроить сегодня небольшой вечером наборчик в семью. Потому что прокачал пакетики Green, надо, чтобы их развозили. Именно по этой причине и нет денег. Сначала вкидывал все свободные деньги в Гровер, дабы заработать репутацию, а потом остатки потратил на Гринку первую. Надеюсь, мои ребятки будут хотя бы развозить ее, дабы мне помочь. Привет, бродяги, рад видеть вас в самой честной, народной и получившей статус легендарной рубрики на Majestic RP. Король помойки сезон Family. В ней бомж Вита пытается заработать денег, используя в качестве заработка мусорки, без стандартных работ, сезонного пропуска и доната. Моя цель от нищего бомжа дойти до собственной семьи закаленных бомжей. На этом пути также будут важные этапы, необходимые для общего развития цели. Сейчас мы в финале, непосредственно создание и минимальное развитие семьи. Смогу ли я выбиться в люди или навсегда останусь бомжом у помойки? Следите на этом канале. Предыдущие серии этой рубрики можно увидеть в плейлисте по подсказке сверху или в описании видео. Первая одежда на сегодня сюда. И бумага второго уровня, кстати, которая может что-то стоить. Это вот реально первая находка за сегодня. Все остальные мусорки были полностью пустыми. Полностью. Вот реально от сих до сих. Только у мусорки на рынке были там пачки сигарет пустых. Страшновато становится, да? Без сезонного пропуска. Мусорка Гетто дает 5 бутылок пива. Неожиданно. Так же неожиданно, как я находил тут счастливые пенни, которые останутся только в памяти наших видео. Вообще я удивлен, что до сих пор счастливые пенни не поменяли на жетоны. Я просто не вижу смысл оставлять счастливые пенни, когда есть жетон. А его цена вообще ничем не обеспечена. Вообще. Ну а возвращаясь к бутылкам пива, их цена с 180 баксов упала до 20, чем абсолютно уничтожила смысл их собирать. Му, 2 ремки, 2 стяжки и даже маска-бандана. Ну это бинго. Прям настоящее бинго. Одна маска есть, ремок тоже поднасобирали. Все не так плохо на сегодняшний день, если есть, конечно, пачка сигарет. Твою мать! Какой же неподходящий момент. Просто пиздец. Я только начал, ну ладно, не только, я только город проехал. И, бля, маркетплейс далеко. А у меня и денег нет, чтобы купить аккумулятор. Ё-моё. Конечно, я осознавал, на какой риск обрекаю свою малышку. Отсутствие номеров на бордюре прямо возле казика. Буквально подарок для эвакуаторщика. Но так как я только что начал лутку, хотелось бы проехать всю карту. Поэтому я встретил парня, который дал мне 100 баксов, и я взял машину с семьи. Да, мой друг Данила. Бен, это Данила. Нет, другой Даня. Загнал к нам Теслу в семью. На ней-то я и погнал. Ну, FIB, даже в такое время ты начинаешь меня металлоискателем подкармливать с одеждой. Хотя, с другой стороны, металлоискатель, наверное, сейчас не такой и выгодный. Сезонный пропуск закончился. И единственное, для чего нужен металлоискатель, это чтобы самому в кайф поискать. Или вот эти ежедневные задания выполнять, календаря. Ладно, посмотрю, сколько он стоит. Может и повезет. Нет, не повезет, ведь жизнь не щадит никого. Меньше 500 баксов за металлоискатель, как серпом по яйцам. А что это у нас тут? Пиджачок и сетевая карта сетевого интерфейса. Ну, карта сетевого интерфейса в теории может стоить 1002. Неплохо. Мне как раз очень нужны денежки на аккумулятор. Я выставил, что у меня было с собой на продажу на маркете, но этого не хватает. Да и ничего и не купили еще. А одежды никакой в мусорках нет, чтобы я мог ее по-быстрому на рынок слить и купить аккумулятор. В общем, печаль, беда одна у меня. В итоге подъехал проверить, как там моя малышка. Оказалось, что один из зрителей прикрыл ей попку и стоял зачищал все это время, пока я беззаботно катаюсь. Мне стало как-то неудобно, и я из сильного и независимого быстро ориентировался в парня с долгами, взяв 5 косарей на аккум с семьи, который позже, конечно же, вернул. Одежда с бинтами. Мне
Мне везет, очень везет, потому что конкуренции немерено. Просто на мотоциклах, на спайдерах, на резиновых дилдах все ездят и смотрят. Я не знаю, что это такое. У меня конкуренции столько не было во время сезонного пропуска. Сейчас-то что они повылазили? Душат и сжимают яйца. Все нормально, и это я раньше времени запаниковал. Просто все искали покемонов сегодня, оттуда и столько людей вокруг меня. Вообще вы меня наругаете за то, что я сам их не собирал, ведь они встречались мне очень и очень часто, около 15 раз за весь день. Но ехать брать эти покеболы, какого хрена нельзя их просто собрать? В общем, определенную часть дохода я точно сегодня просрал. Перчатки, комплект одежды номер 3. Сюда. Не видно отсюда, это кожаные перчатки либо шерстяные. Скорее всего шерстяные. Если шерсть, то они дешевые, если кожаные 15-13 тысяч. Можно что-то найти, признаю. Утешительный приз, ну это косарь 192, ужас. Объективно, косарь за счастливый телефон. Ладно, это бесплатный косарь, поэтому спасибо и на том. Я еще 5 косарей семье должен за аккумулятор. Воу, вот это реально неожиданно. 2 пары наручников. Между прочим, 2 пары наручников это неплохо. Я где-то видел, у нас в чате писали, что цены на наручники очень взлетели. Походу мне сегодня везет. Это вы подпитываете мою удачу. Чем больше вы в меня верите, тем больше мне удача помогает. Короче, пора уже свою секту какую-то открывать. Последователи помойки. Насчет наручников я не соврал. 7 косарей за пару на изи. И такая цена держалась на протяжении всего дня. Опа, еще наручники и перчатки. Притом перчатки кожаные за 13-15 тысяч. В этой непримечательной мусорке я, конечно, в шоке. Но везет. Даже немножко привстал. Ну так чуток, потому что уже ничего сегодня утром как-то не ждал. А тут такая приятная находка. Что-то сегодня очень много деловой одежды и бинтов. Бинтов я реально уже нашел сегодня раз 8 в мусорке. Это от перестрелок или что? А хорошо, а одежда такая официальная, брюки, рубашки откуда? Раздевает гостников? Но это тогда уж извращение, извините меня. Я такое не поддерживаю. Хотя, я же сам Ну, ладно, посмотрим. Второй утешительный приз за сегодня. И я посмотрел, что вон едет машинка моя. Меня обогнала буквально на повороте. 3700 получил, но пропустил мусорку на ЛСПД. Вижу, что некоторые из вас соскучились по набутыливанию нарушителей. Да, вот именно ты. Так мы это сегодня исправим. Я подготовил вам целых 3 штуки. Так еще и каких. Каких же ебланов носит эта земля? Просто пиздец. Сам ехал по встречке, еще и тулит. Может залить на него, а? А чё, по-моему, неплохая идея. Ну да, получу деморганчик за НРД. Зато это чмо не отсосет. Ну тоже как отсосет. Ганбан 6 часов, да, а то и 4. Посмотрим. Абсолютно не понимаю таких организмов. Сам же ехал по встречке, сам врезался, сам обиделся и сам начал тулить. Возможно, тут более сложная ситуация, чем просто дебилизм. Но это, пожалуй, узнаем чуть позже. А пока... Нифига себе, майка, которая неплохо стоит, рукоятка и глушитель 100%. Мне такое утро нравится. Я, конечно, сейчас выйду немножко передохну. Но в целом-то глушитель и рукоятка вполне себе прилично. Несмотря на достаточно неплохую утреннюю лутку, я не насобирал даже и полный багажник. Да, это вам не сезонный пропуск с тонной шапок, трусиков и маек. Да, по мусоркам, конечно, грустновато гонять. Я вернулся сейчас с перерыва, небольшого, в часик буквально. Мусорки все пустые полностью. Все, что я нашел, это одни тапочки, одну кепку и 2 пары номеров. Почему пары? 2 штуки номеров. Все, остальные мусорки полностью, вот прям пусто-пусто. Это я, а это мой шикарный самолет. Это Биба, а это его не шикарный особняк. Это моя девушка, а это девушка Бибы. В чем между нами разница? Все просто, это мой промокод Таран, а Биба его не вводил и потерял тем самым 7 дней према и 50 тысяч баксов. Интересно, стоило ли это того? Теперь я со своей красоткой полечу на самолете, а Биба пойдет в свой дом заниматься непотребствами. Ты же можешь сделать свой выбор сам.
Бронепластина, магазин 100% увеличенный, глушитель, ну пусть будет глушитель, пакетик блюшки, ну и штанишки. Ладно, только я жаловался, что нет мусора, и тут фигась, мусор появился, притом достаточно вкусный. Ничего не скажешь. Сразу слаживаю это в багажник, потому что если меня словят копы, а они легкую могут за что-нибудь остановить, меня так накуканят, что я еще полгода сесть не смогу. FIB продолжает удивлять. А что это? Маска, коричневая маска и еще комплект одежды 166 тоже маска. Плюс 2 ремнабора. Подожди, а что это за маски такие? Это же необычные. Вот эта маска точно с Хэллоуина, но я не знаю, зачем она, кому она такая нужна. Ну ладно, может 5000 хотя бы уйдет. А это просто интересная масочка. Окей, на маски мне сегодня везет. Я, конечно, не собрал весь сет масок 3 за утро, но сейчас вот это в FIB было очень интересно. Очень. Еще одна сетевая карта доступа. Сюда 2,5 косаря. Да, вот такие находки. Не знаю, кто их выкидывает уже сейчас. Это не нужно. Это нужно продавать. Ну, в любом случае, храни Господь того человека, кто это сделал. Я очень тебе благодарен. Ну, сегодня прямо хитрик по счастливым телефонам. И сумма все больше и больше. 4400. Сейчас еще и мусорку облутаю. А в мусорке у нас 2 леечки. Что это такое? Шапка. А, вот, прогрузились текстуры шапка и сетка. Ладно, нормально, ребят, нормально. Ну, я как будто в безбпшном раю. Это стоит ценить. Блин, я говорю, сегодня вот именно хорошей одежды много попадается. Не знаю, почему так. Вот, например, эти черные шорты Брокен, которые я нашел. Я в прошлой серии нашел аж 3 штуки. 3. 2 из них ушли по 9000, после чего они упали в цене. Дай бог 1003 с них заработаю. Даже ЛСПДшка сегодня кормит. Ну, кормит немножко одеждой и апельсинками. Апельсинка, почему же ты не мандарин? Почему? Кто-нибудь знает почему? Если знает, жду ответы в комментариях. Перчатки, желтые перчатки. Ладно, может их цена поднялась, плюс маска свиньи, хрю-хрю. Прикольная. Я за кадровым вам скажу, цена на них поднялась или нет. Если нет, я опять-таки за кадровым озвучу, что лимитированная коллекция снова в продаже. Ну как в продаже? В бесплатной раздаче. Перчатки все так же не продаются, поэтому у одного счастливчика есть шанс забрать их. Дерзайте. Сигареты Грейв, сигареты Camel, бабочка и одежда. Блин, а есть шанс, что реально вечером растрясется, скажем так, и будет давать суперский лут, потому что это неплохо. Это реально на средний заработок 200-300 тысяч. Мне сейчас и такой подойдет, потому что у меня сегодня нету даже денег закрыть контракт Гровер. А его нужно закрывать. Хоть я и вкачал контракт Курьер Грин, но он дает за одно выполнение минус 1 репутацию. А нам нужно 600. Представляете? Вот такая жизнь. Придется еще какое-то время тратить свои бабки, дабы подкачать семью. А там уже станет на рельсы. Я в это верю. 3-я сетевая карта доступа за день. Плюс криптовалюта, плюс сырое мясо кабана. Не знаю, сколько сейчас мясо кабана стоит. Буквально несколько дней назад мясо было около 8000. Это же вообще бомбезно. Даже если сейчас меньше, 1002, думаю, точно стоит. Двигаясь по дороге, заметил одежду. Решил ее все же залутать, даже не подозревая, как я удачно наткнулся на персонажа. Нифига себе. Еще один прецедент на ДМ. Окей. Медики, естественно, не приедут, но что ж делать? Опять-таки, что ему дадут? Ганбан 6 часов, но это пиздец. А мне сейчас 3 минуты умирать, плюс больки лечиться, плюс сюда добираться. Ну, представим, что я даже вызвал, не знаю, такси там или еще что-то. Ну, округлим 5 минут. То бишь, в общей сложности мне надо потратить 10 минут в своей жизни из-за какого-то плохого человека очень. Потом мне надо найти видео, да, вот этот откат, обрезать его, залить на YouTube, прописать, блять, его статик, мой статик, время нарушения, дату. Это в названии надо обязательно прописать. Потом еще мне надо это все прописать на форуме, оставить жалобу и ждать день-два, чтобы ему дали 6 часов ганбана. Конченые, мудила конченые. Все хорошо, медик на последней минуте принял вызов и поднял меня. Тут же ситуация намного интересней. Я кое-что заметил уже только на монтаже. Вам случаем не кажется знакомым этот статик?
Да, блин, это же тот чел, что стрелял в меня 3 часами ранее. И тут два варианта. Либо он с феноменальной памятью, что запомнил и обиделся на мою машину, либо он овощ, который тулит только в крысу безоружных. И поверьте, я разобрал его по частям, чтобы докопаться до истины. На этого, не могу назвать его парнем, лежит с десяток жалоб, конкретно 2 видов. Одни это там, где он убивает людей в крысу. Сиди голодный. Сиди голодный. Голодный. А вторые гораздо интересней, там, где он кьюшается при первом же обсере. Он кьюшнулся. Убей, 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 убей. Наручники на него, наручники. А он вышел сразу. Он кьюху дал. Вот часто можно услышать в гетто оскорбления по типу слабость, нищий, воздухан. Однако, если отбросить оскорбление, он же действительно слабость и воздухан. Тулиться с ребятами ему страшно, и он сразу выключает компьютер. А вот из-под тишка убить и уехать, это его, да. В общем, наглядный пример, как не стоит себя вести даже в GTA RP. Еще одна пара наручников. Как же приятно, это как мед на душу. Чет БП закончился, и фибы, там ЛСПДшники, может не знаю кто из них, начал выкидывать больше наручников. Это правильно, молодцы ребята, ставлю вам лайк. Одежда, одежда, еще раз одежда. Все, что я сейчас собираю, вот проехал круг, это одна одежда. Ну ладно, еще немножко отверток были. Хороший ли это знак или плохой, честно, хрен его знает. Ну посмотрим, я сейчас проедусь пару кружков и попробую набрать людей в семью через Телеграм. Боже мой, маска, еще одна маска, котелок, очки, одежда. Вот такая одежда привлекательная. Даже как-то настроение улучшается. Не, ну если мы так будем говорить, окей, я согласен. Мне одежду сюда, вот маски, все, давайте сюда, я все заберу. Ё-моё, ЛСПДшка подкинула мне, пипец, у меня нет места это забрать. Прикидываете? Я уже ничего сегодня не ждал, и я просто не освободил багажник. Надо взять самое такое более-меночное, скажем так. Я не знаю, что делать. Ух. Да, ничего дорогого, прям супер-пупер, супер-папер, прос. Слишком много букв П, да? Но просто приятно от огромной находки одежды. Аксессуары, обувь, да, вот это все. Ничего, сейчас скинусь на маркет и приеду заберу. Смотрите, я верю, что никто это не заберет. Я же говорил вам, и я забираю всю эту медятину. Да, без сезонного пропуска это все попадает под классификацию мед. А вы что думали? Требования разные в разное время. Ключики, кроссовки, ржавый механизм, сигареты Грейп, отвертка. Что еще может пожелать молодая бомжатская душа? Ничего лишнего, ничего. 24 кадеиновые таблетки, принимается +1 осколок сердца. Ну, если прям после БП я еще знал, куда его можно засунуть, так сказать, то сейчас у меня вариантов нет. Вряд ли его кто-то купит. С осколками вышло забавно, но этой информации нужно настояться, поэтому немного подождем. Провел я, значит, сегодня набор через Telegram вечером, и по его итогу смог записать лишь такое видео. К сожалению, никто не пришел. Я очень расстроилась, потому что в комментариях мне писали больше 20 человек, что они придут. Не знаю, с чем это связано, видимо, я настолько НН, что хуже некуда, но принял ровно одного человека. Сначала до меня докопалась банда каких-то голубых, прошу не оскорбляться, я про цвет. Потом за мной следил енот, далее я принял одного парня. Ну а напоследок на нас напала группировка из 3 девушек, пока их сутенер, не пачкая рук, отдавал приказы. Если быть, конечно, до конца честным, мужики просто были на работе, и за вечер я принял еще 4, так что потиху растем. ЛСПДшка, ты повергаешь меня в шок. Маска, еще одна маска, старинный замок, гамбургеры, одежда, отвертки. Вау. Чувствуете, как будто после сезонного пропуска мусора стало в мусорках меньше, но его качество улучшилось. Чувствуете, да? Блин, суперско, мне вообще такое по нраву. Если так и дальше будет продолжаться, я всеми руками и ногами за. Ни хрена себе кто-то поскидывал
скидывал удобрений первого уровня, а зачем он так много скинул? Я не знаю, что это был за извращенец и зачем он это сделал. Или, извините, может это была она? Ну ладно, заберем. Недорого, но продадим 8 штук. Ебой, я рот того трогал, кто так демпит цены, ведь мне пришлось продать все 10 найденных сегодня удобрений всего по 400 баксов. Но все же принимается. Пацан, за розовую машину пояснишь? За розовую машину пояснишь? Сынок, кому пояснять? Ты мужик или что? Пиздец. Это чмоня даже меня на своем говне не догонит. Не, ну может у него не совсем говно машина, конечно, но просто у меня лучше. За это я и люблю свой быстрый автомобиль. Что вот всякие такие чмони меня догнать не могут. Детенку лет 12, он подъезжает к взрослому человеку, спрашивает, поясни за машину. Ну это пиздец. Очень странную находку я сделал прям рядом лежащей с мусоркой. Не понял. Бля, мужская Даймонд лежала на полу. Ну, выглядит как постанова. Притом не моя постанова, а как будто мне кто-то подкинул это. Просто Даймонд за 19к лежит просто так возле мусорки, когда в мусорке ничего нет. Скорее всего, кто-то не подумал, что это может стоить денег и выкинул как хлам. А я зафиксировал с этого вкусные 20 кусков зелени. Вот и думай теперь. 11 пакетиков блю. Сюда. Вот это вечер начинает давать. 11 пакетиков блю. Я сегодня еще один находил. Мощно. Бля, это сразу после худи Даймонд. Бля, вот это сок. Ниу, 3 пакетика гринки и кашемировое пальто. Плюс 5 семян пшеницы. К сожалению, кашемировое пальто ничего не стоит. Пакетики грин это где-то 630 баксов, да, 630 баксов. Плюс-минус. Но я их продавать не буду, я развезу пакетики грин у себя в семье. Докуплю еще 7 и уйду в плюс. Еще одна маска на сегодня, которая еще ни хреново стоит. Глушитель, бинтики, ну и по мелочи. Хотя тоже, можно ли, например, вот эти шикарные бабочки назвать мелочью? Если каждая из них при хорошей цене на рынке уйдет по 430 баксов. Считаю, ответ очевиден. Ни хрена себе ремок, плюс 2 глушителя, плюс ключик, плюс маска. Вот это я понимаю, семья тут живет. Щедрых, очень богатых людей. Хочу сразу выразить им благодарность за такие насыщенные мусорки. Лайк. Ни хрена себе, вот это я понимаю, медовая находка. 2 программатора ЭБУ, плюс немножко одежды, плюс отвертка, плюс пончик. 2 программатора ЭБУ, 40% и 15%. Не уверен, что они дорого стоят, но это офигительная находка. И сразу 2 в одной мусорке. Бля, як я это люблю. Наконец-то мне что-то тут на горах Вайнвуда попалось, а то прям ничего такого вкусного не попадалось. Да, бомбовая находка, особенно после ее продажи. 40 косарей за 40% ИБУшку и 20 кусков за 15%. Считаю, это больше, чем мед. Это прям жир. 50 осколков. Мне бы эти осколки, да, в момент сезонного пропуска. Плюс рация, плюс номера. Бля, 50 осколков. Не знаю, зачем собираю, просто не могу пройти мимо. Информация по осколкам еще не настоялась, подождите буквально чуть-чуть. Ох, елки-палки, насыпало 2 маски, сегодня масочный день просто. И куча одежды, прям куча. Вы слышите, это куча. Я все забираю, я это все сожру. Я псих, я сумасшедший, я мусорный психопат. Мне нужен ваш мусор. Еще 41 осколок. Да, ну ладно, заберу хотя бы раков с креветками, пожарю, похаваю, может что продам. 41 осколок, бля. Ну, а теперь могу вам рассказать. С раков и креветок я, конечно, ничего не заработал. Но вот на осколки нашлись свои извращенцы, купившие их аж по 400 баксов, заработав с этого 36 тысяч. Вот это я понимаю чуйка, когда не знаешь зачем это, но все равно собираешь. Вот это сюда железо, очки из сезонного пропуска, то что был рыбка, бинтик и пончики. Как вам? Ну, очки, думаю, ни хрена не стоят, белые блестящие очки, так как они были с не самого высокого пропуска, ну, уровня пропуска. Но железо, очки, рыбка, да чем вам не мед? Медище. Как и оказалось, всего 8000 за очки, хотя 8000 тоже немало, поэтому фиксируем прибыль.
Что это за прикол? Еще один бессмысленный и тупой ДМ просто на ровном месте. Тут даже сказать нечего, зачем, почему, но в любом случае присесть придется. Еще одно удобрение первого уровня, свитшот Majestic розовый и бинты. Думаю, свитшот уже почти ничего не стоит, так как прошло больше времени, и тогда я его хотя бы за 9 косарей продал. Сейчас, ну, может, косарь. То есть в любом случае, чем больше их будет становиться на сервере, тем дешевле они будут. С 9000 легко скатились до 3, поэтому фиксируем только копейки. Хотя бомжу-то говорить за копейки. Стыдно должно быть. Уже ночью я решил все же еще раз проверить машину из прошлой серии, так как ключик не сменили. Оказалось, не зря. Немного патронов, стяжки и ЭБУ. Конечно, я не мог решить, забирать это или дать еще настояться. Однако, беря во внимание, что прошлые 4 дня там было пусто, решил забрать, хоть что-то заработав. Спасибо тебе, добрая душа, сегодня ты порадовал одного бомжика. Несмотря на законченный сезонный пропуск, заработано 694 278 баксов. Прям очень и очень хорошо. Я зарабатываю неплохие деньги, но аппетит у меня все больше и больше.